Всем привет, дорогие друзья! Рад снова вас приветствовать на своем канале, посвященному мобильному тестированию. Сегодня у нас уже 5-й урок. Напоминаю, что на первом уроке мы учились работать с симуляторами, на втором, третьем и четвертых уроках мы устанавливали и настраивали сниферы Charles и Fiddler на компьютер, на iPhone и Android, а также на симуляторы. Ну а сегодня мы на практике потренируемся использовать снифер для тестирования аналитики мобильных приложений. Думаю, данная тема будет интересна как для начинающих тестировщиков, так и, возможно, для тех, кто уже далеко не новичок в тестировании, но никогда не занимался тестированием аналитических ивентов и хочет об этом что-то узнать. Также я думаю, что сегодняшний материал может быть полезен аналитикам, проект-менеджерам и даже продукт-оунерам, к примеру, для того, чтобы узнать, как происходит трекинг аналитики под капотом. Для тестинга аналитических ивентов в мобильном приложении сегодня на уроке мы будем использовать инструмент Charles Proxy. Но если вам удобнее использовать Fiddler или другие прокси-тулзы, пожалуйста. Итак, почему же, на мой взгляд, тема тестирования аналитических ивентов очень важна? Первое, это потому что баги, о которых мы сегодня поговорим, это ошибки, которые иногда могут приводить к серьезным финансовым потерям для продукта. Чем раньше мы найдем эти ошибки, тем лучше будет. Ну, а в идеале их не допускать и проводить качественное тестирование сразу на стадии разработки и внедрения этой самой аналитики в приложении. Второе, это очень хороший экспириенс для тестировщика. Потому что часто при тестировании аналитики мы проводим тестирование немного в другом ключе, что развивает нас как специалиста и повышает наш уровень и квалификацию. Ну и третье, это то, что тестирование аналитики происходит, можно сказать, что на стыке responsibility с обязанностей членов команды. И, скажем так, для того, чтобы вникнуть в эту тему, особенно на первых порах, нужно будет очень плотно коммуницировать с членами команды. Так даже возможно с кастомером. А это очень полезно, если вы хотите развиваться. Если на собеседовании вы скажете о том, что тестировали аналитику, к примеру, и объясните, каким образом вы это делали, то я думаю, вы сможете выбить не одну дополнительную $100 к своему офферу и показать себя как более ценного специалиста по сравнению с другими. Вы спросите, почему же я выбрал именно тему тестирования аналитических ивентов, а не, к примеру, сделал обзор на то, как работать с брейкпоинтами, или не рассказал про подмену данных, или про тот же тротлинг для первого урока по нашей практической работе с прокси. Ответ очень прост, потому что тема тестирования аналитики, на мой взгляд, слабо освещена на просторах YouTube, хотя имеет очень даже серьезную значимость. Есть много контента на тему аналитики, аналитических систем, но именно про тестирование аналитики мобильных приложений я не встречал контента вообще. И я бы хотел поделиться своими знаниями и экспертизой с вами, дорогие друзья. Поэтому буду вам признателен, если вы подпишетесь на мой канал и поставите лайк, что будет отличной мотивацией для меня к созданию нового полезного контента для вас. И перед тем, как мы посмотрим, как выглядят аналитические ивенты на практическом примере, и посмотрим, что можно протестировать, хочу заметить, освещаю данную тему со своим виженом. Мне показали, как это можно делать разработчики, и от своего практического опыта я и буду отталкиваться. Возможно, кто-то это делает по-другому. Итак, для начала нам нужно само мобильное приложение, которое мы будем тестировать. И для этого я скачал приложение Chess, шахматы в App Store. Вы можете скачать и какое-либо другое приложение, но тут нужно понимать, что мы будем тестировать бэкэнд, и не всегда мы сможем знать ожидаемый результат, ввиду отсутствия документации, и данные могут представляться в очень непонятном, страшном виде, в котором нужно будет тщательно разбираться. Поэтому для примера я взял достаточно простое приложение, но на котором, я думаю, мы сможем с вами потренироваться. И давайте попробую объяснить, что мы сейчас будем проворачивать. Практически все продукты, приложения, которыми мы пользуемся, подвязаны к аналитическим базам. Таких баз существует достаточно много.
Есть платные, есть бесплатные, есть заточенные на веб, есть заточенные на мобилки. Самыми популярными, с которыми сталкивался я, это Adjust, Firebase и Яндекс.Метрика. Вы можете погуглить, если вам это интересно, и почитать более подробно. Так вот, в эти базы поступает информация с нашего клиента, приложения, на котором фиксируются какие-то события, действия, совершенные пользователем. Далее эти действия отправляются на сервер для обработки и подбития в красивую читаемую статистику, которую получают аналитики, продукт-оунеры, заказчики или тот, кому дан доступ к ней. Ну и вот, к примеру, так выглядит кусочек из аналитической базы уже в готовом обработанном виде. Как правило, это целое полотно, которое состоит из сотни ивентов, которые трекаются для получения необходимой информации о продукте. Для примера мы пользуемся приложением TikTok, листаем ленту, и в тот момент, когда мы поставили лайк, с клиента отправляется информация о событии. О том, что в такое-то время таким-то пользователем был поставлен лайк, и сервер обрабатывает эти данные. Или, к примеру, человек зашел в TikTok, в поиск, и что-то там себе ищет, а клиент в это время трекает и отсылает события, к примеру, о том, что человек искал в поиске, и сколько он времени провел в этом поиске. Или давайте пример поинтереснее. Есть какой-то продукт, и команда разработки в течение спринта разрабатывала новую фичу. К примеру, что пользователь сможет залогиниться в приложение с помощью Google аккаунта. И тем самым повысит показатели по созданию в приложении новых профилей. И в то время как новый пользователь логинится через Google, на сервер отправляется информация, которая превращается дальше в статистику. И дальше ответственный на проекте человек может проверить гипотезу о том, действительно ли мы потратили какие-то средства, время на запил этой фичи, и они принесут нам какое-то продуктовое value и оправдают наши ожидания. Так вот, представьте, что событие, которое отправляется на сервер, отправляется туда с какой-то ошибкой. К примеру, трекается не каждый раз, или ивент отправляется вовсе через раз, или задваивается, или отправляется не с теми параметрами, которые у нас есть в требованиях. Такие ошибки могут находиться в приложениях годами, и мы будем получать неверную информацию, которая очень существенно может повлиять на продуктовую составляющую. Да и теоретически это даже может повлиять на перформанс, если, к примеру, наши ивенты начнут отправляться прямо пачками, без перерывов. В общем, есть нюансы. Поэтому крайне важно уметь это тестировать и делать это в случае необходимости, а также понимать, как это происходит под капотом. И поверьте, повторюсь, это очень усилит вас как специалиста по тестированию. Если вы грамотно умеете протестировать ивенты, а иногда и предложить какие-то, к примеру, улучшения или лазейки, которые не охвачены требованиями, это будет огромным плюсом для вас. Итак, давайте же попробуем найти пример ивентов в нашем приложении шахматы и то, в каком виде они отправляются на сервер для обработки. Без документации мы, конечно, не сможем определить, есть ли какие-то баги, но зафиксировать сами ивенты и посмотреть, в каком виде и куда же они отправляются, мы сможем. Итак, запускаем наш Charles Proxy и синхронизируем нашу мобильную сеть, переводя девайс в режим мануальной настройки прокси. Как это сделать, если вдруг вы не помните? Откройте видео номер 2. Делается это за 3 минуты. Сейчас уже останавливаться на этом подробно не будем. Включаем проксирование, если оно не активно, нажимая в верхней панели Чарльза на красную кнопку рекординга. И видим, Чарльз уже начал перехватывать какие-то запросы от Apple. Ну, а мы логинимся в наши шахматы. Итак, мы видим, что запросов в Чарльзе становится все больше. Давайте немножечко подождем и будем разбираться со всей этой кашей из запросов. Итак, нас интересует аналитика. И мы можем предположить, что файлы аналитики в Чарльзе у нас будут пометкой базы, в которую они отправляются. К примеру, Яндекс.Метрика, Flyer, Adjust, Амплитуда и так далее. Если мы не знаем, в какую базу у нас трекается аналитика, то я думаю, любой разработчик на вашем проекте сможет вам подсказать. В нашем случае я вижу запросы Firebase и Амплитуду.
И так как нам не интересна другая информация, кроме наших аналитических ивентов, давайте попробуем сфокусироваться только на запросах в эти аналитические базы. Давайте их раскроем и посмотрим более детально, что тут у нас. Видим какие-то папочки в Firebase, какой-то batch-log. И тут уже по опыту с других проектов я понимаю, что запросы, которые трекаются у нас через слэш в амплитуде, и будут, скорее всего, наши аналитические ивенты. Сразу обозначу, что они могут выглядеть по-разному. Тут уже нужно будет сориентироваться и посмотреть, в каком виде они доходят у вас на проекте. Файлики могут сразу подписываться как ивенты и быть прямо красиво представлены. Может быть как тут, через слэш. Давайте попробуем переключиться по вкладкам нашей аппы, чтобы понимать, настроены ли какие-то ивенты в нашем приложении. И да, мы видим, что как только мы зашли в творческий профиль, прилетело 3 новых ивента. Причем один из них почему-то unknown, и возможно это баг. Но мы не знаем требований проекта, поэтому утверждать этого 100% не можем. Войдем в другую вкладку нашего приложения и видим, что в амплитуду пришел еще один запрос. Сейчас внимание, для того чтобы раскрыть подробности о ивенте, нам нужно переключиться на вкладку Contents и раскрыть третью строку, в котором сидят подробности о нашем событии. Раскрыли и видим черное окошко, которое показывает нам подробности о ивенте и его параметрах. Чаще всего в этой информации мы можем разглядеть название ивента, в нашем случае это Social Events Home, который отправился после тапа на вкладку Events в нашем мобильном приложении. Бывает, что названия нет и присваивается просто ID. Если внимательно прочитать, то увидим тут и тип ивента, и время отправки, девайс, с которого совершено событие, страна, в которой находится пользователь, язык, API Properties и какую-то аналитическую базу. Также сюда разработчик может зашивать любую другую дополнительную информацию, которую необходимо трекать по ТЗ. К примеру, time spent. Сколько юзер проводит времени конкретно в данной вкладке. Удобно, не правда ли? Пользователь, сам того не подозревая, отдает всю информацию о своих действиях на блюдечке. И дальше эта информация уже обрабатывается и делаются какие-либо выводы о продуктовых фичах. Сразу хочу вам сказать, что часто аналитические ивенты могут иметь трудночитаемый вид. Могут приходить сразу целыми пачками, по несколько ивентов. И это вполне нормально. И в таком случае, к примеру, я пользуюсь Word и поиском информации через Ctrl-F, чтобы отделить ту информацию, которая меня интересует. К примеру, ивент с его названием, или токен, или, к примеру, какой-то конкретный параметр. Давайте раскроем еще один ивент. И здесь, если внимательно прочитать, то можем увидеть название Event Stats. Скорее всего, ивент отправился после того, как мы перешли во вкладку Stats в приложении. А вот, к примеру, уже полотно с информацией побольше. Давайте попробуем скопипастить эту информацию в Word и обозначить наши ивенты. Видите, по-моему, так гораздо удобнее, когда информация подсвечена желтым, а когда мы имеем предположение, где может быть что-то не так, становится гораздо проще. Не пугайтесь объема информации. На второй, третий, пятый раз вы уже будете иметь представление о том, какой флоу для тестирования ивента вам необходимо проделать для того, чтобы найти баги. В нашем примере на ивенты зашито не так много параметров, но, к примеру, у нас есть ивент поставить лайк на чей-то комментарий в нашем шахматном приложении, и у этого ивента зашит параметр true и false. Так вот, типичным багом будет, если разработчик перепутал местами, к примеру, true и false, и по нажатию на лайк от пользователя в нашу аналитическую базу придет то, что пользователь убрал свой лайк с комментария. Неприятно, правда? Или ивент задвоился. Или шлется с задержкой, а по ТЗ должен уходить сразу. Ведь если масштабировать риски от таких ошибок, то они могут быть достаточно серьезными. А самое главное, жить в приложении годами, давая нам неверную информацию. Также в нашем Чарльзе мы можем переключиться на наши sequences и посмотреть контент запроса в JSON формате.
ту информацию, которая хранится у нас в базе данных и в моменте передается на клиент, на наш экран телефона. Таким образом, друзья, сегодня мы с вами поговорили о аналитических ивентах и их важности в мобильном тестировании. Мы посмотрели, как выглядят аналитические ивенты под капотом. И в следующий раз, если вы столкнетесь, я буду рад, если вы не испугаетесь и будете иметь представление о том, как эта штука выглядит и что в ней можно протестировать. И такой небольшой совет. Если что-то не получается, всегда коммуницируйте. Коммуникация наша все. Подошли к разработчику, который писал аналитику на проекте, и уточнили, если что-то не получается разобрать самостоятельно. С опытом вы поймете, что находить баги в аналитике – это интересно и крайне важно. Очень надеюсь, что этим роликом я кому-то помог. И если ролик вам был полезен или интересен, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые темы об айтишке и мобильном тестировании. А также ставьте лайк. Ваша поддержка отлично мотивирует меня к созданию нового контента. Ну, а на этом все. Пока и удачи в поиске багов.